Меня зовут Владимир, я из Украины, мне 23 года. У меня болезнь миопатия, приехал на второй сеанс уже, но чувствую себя намного лучше. Намного легче ходить, но вообще все намного легче мне. Хожу я намного лучше, я раньше ходил как утка, так передвигался по бокам. Сейчас спина ровно, ноги лучше идут. В общем, ровно я хожу уже. Намного легче и лучше. Намного дольше могу ходить. Раньше я уставал много, но сейчас могу ходить и на беговой дорожке хожу много, и на велосипеде я очень много езжу. В общем, намного мне лучше стало. Могу пройтись, показать. Пройдись. Не знаю, раньше так, по бокам даже чувствовал, но сейчас мне намного легче идти. Сейчас ровно ходишь, да? Ну да. Ну еще раз пройдись. Еще раз. Быстрее пройдись. Быстро и легко тоже ходишь. Раньше быстро не ходил вообще, да? Быстро вообще, но бегать мне еще трудновато, но стремимся к этому. Еще скоро и бегать будем. Ясно. Осанка выровнялась, постань боком. Ровно все, спинка ровненько, все держится, да? Да. Все нормально, да? Да. Как раньше по лестнице, трудно было ходить, так, сейчас нормально уже. Как бы не очень, еще есть свои нюансы, в общем, намного легче. Все, что я ожидал, все исполнилось. Вот скажи, в принципе, все больные миопатией, все до исключения на сегодняшний день, они не имеют никакой надежды и мечтают даже только об одном, чтобы эту болезнь хотя бы остановить. Когда ты почувствовал, что она в принципе остановилась у тебя? После первого курса мне гораздо лучше было уже. Дома, когда я был, было и хорошо, и плохо, но приехал сюда, где-то неделю уже я себя просто лучше начал чувствовать, и сил подбавилось больше, не знаю. Дома нет, наверное, здесь. Ты сейчас говоришь немножко о другом, это второй вопрос. Первый вопрос это то, что ты, когда ты почувствовал, что остановилась. Сейчас ты говоришь о том, что у тебя идут улучшения. Улучшения это то, о чем вообще на сегодняшний день мечтать, в принципе, никто и не может с этой болезнью. То есть постепенно возвращаются те функции, которые были уже утрачены ранее, правильно, да? Да. Поэтому ты за первый курс фактически остановили твое развитие болезни, ты это чувствуешь реально и четко, да? Да. А второй курс у тебя дал большие результаты уже в сторону улучшения твоего состояния и возврат тех функций, которые были уже утрачены. Да. Вот так, как ты сейчас себя чувствуешь, когда ты чувствовал это? Год назад, 2 года назад? Да не, наверное, еще больше, где-то года 4 назад. Фактически мы твою болезнь отбросили на 4 года. Где-то так, да. На 4 года, да? Да, где-то так. Это просто замечательно. Да, это вообще фантастика. Да. Поэтому есть возможность даже в наших условиях, таких, можно сказать, еще даже примитивных, но эту болезнь не только остановить, на что сегодня вся медицина во всем мире бессильна, а и вернуть все функции. Вот даже за 2 курса лечения у тебя произошел такой сильный процесс, что даже фактически 4-летние проблемы, которые у тебя возникали, за 4 года ты потихонечку тратил силы, а мы тебе фактически за полгода вернули. Да. За полгода вернули то, что было утрачено за 4 года. Да. Доволен? Конечно, доволен. Доволен. Если все тяжело, тут намного легче, и чувствуешь себя и бодрее, и вообще силы есть.
Но поправился, да? Да, да. Насколько ты? Ну, почти 2 килограмма. Я в первый же раз, когда приехал, я потерял где-то 10 килограмм. Ну, сейчас уже 1,5, ну где-то до 2 килограмм я уже набираю вес. Ну, ты потерял тот вес, который тебе был балластом. Это не вес тела, а это фактически та жидкость, которая в тебе была. Тот балласт клеток мертвых, можно сказать, пока, который был. А сейчас ты набрал конкретную массу мышц, которая тебе дает нормально функционировать, помогает тебе, правильно? Ну да, да. Вот. Мышцы на спине у тебя восстановились сильно, да? Отлично, да. Да. Спину держишь нормально уже все. Ну, хожу вообще ровно, я ходил как утка. Слева направо. Сейчас ровно иду. Ничего не беспокоит. Ничего не беспокоит, все нормально. Да. Ну, видишь, так что... Ну, успехи есть реальные. Надо ехать, пробовать, верить в то, что все получится. Да. Да. Ну и как ты думаешь, ты вот смотрел на наших пациентов с разными болезнями, в принципе, начиная от рака и рассеянный склероз, БАС, миопатия, вот, пациентов разных, как ты считаешь, всем помогает или не всем? Вот твое честное мое мнение. мнение. Да. Но если сам человек захочет, но это все помогает, если он приехал и думает, что ему здесь, не знаю, с небес все просто само дастся. Ну, человек, если трудится сам и с помощью того, кто ему помогает, да, это реально и есть изменения, если человек сам этого захочет. Правильно. Вылечить человека может только он сам. Вот. Поэтому, если человек старается, хочет, делает, все получится. Да? Да. Ну вот, одной болезнью фактически в мире неизлечимой стало меньше. То есть на сегодняшний день можно четко сказать из опыта тех пациентов, в том числе и тебя, что миопатия излечима. Ну, вопрос только времени, и вопрос веры, и вопрос, конечно, того, ну, не каждый может к нам приехать, это далеко, недешево и очень даже тяжело. Вот, те процедуры, которые мы делаем, я смотрел на тебя, ты тоже так с трудом их переносил, правильно? Да, вообще очень все болело. Особенно первый раз, да? Это первый раз вообще на простой массаж ног. Но он очень болел, я прям ногу не мог дать, чтобы мне помассировали. Да. Очень все болело, но сейчас все нормально. Вырвал ноги из рук, правда? Да. Все очень трудно было. Не давался массажистам, сейчас нормально уже все. Не, да. Совсем другая чувствительность, совсем другая энергия, совсем другая нервная система, правильно? Ну, организм восстановился, как бы, и все намного лучше. Да. Пищеварение как, тоже лучше? Угу. Все лучше. Да. Вот, как ты относишься к очисткам? Вот, ну, тяжеловато тебя они проходили, но как ты считаешь, они нужны или так? Нет, они не нужны. Нужны, да? Да. Ну вот на второй курс ты приехал, рекомендации и до конца все мои не выполнял, поэтому приехал немножко с проблемами там на коже, и это было видно, что из-за того, что не занимался, в принципе, не выполнял мои рекомендации по восстановлению печени. И вот это вот все очень даже видно было, да? Да. Как только начал выполнять рекомендации, все исчезло. Ну да, здесь почислили 3 раза, ну 4-й не пошло, трудно было. Ну это тоже очень хорошо. За месяц 3 раза печень почистила и вообще организм. Да, ну и все пропало нормально. Все хорошо, да. Ну что, успехов тебе. Я думаю, что процесс идет, и он будет еще продолжаться, и состояние будет улучшаться, если, конечно, будешь выполнять рекомендации. Ну, хорошо, вам спасибо, да. Вам огромное спасибо. Так что желаю здоровья, успехов и потихоньку восстановить все, что было утрачено за эти годы. Сколько лет болеешь? Повтори еще раз. 8 или 9 лет. Ну, примерно 8 лет, да? 8 лет.
Ну, вот считай, до половины мы восстановили, правильно? Ну да, оно как-то внезапно, а потом потихоньку. Вот. Ну, спасибо за внимание. Меня зовут Владимир, мне 23 года. Я из Украины, с Тернопольской области, город Чертков. Я приехал сюда с болезнью миопатия. Болею ей уже более 7 лет. За это время у меня ослабла очень сильно спина, ноги. Мне тяжело подниматься по лестнице, подниматься с пола. Ходить не очень тяжело, но быстро устаю очень. Где-то 4 года очень сильно начала прогрессировать спина, низом таз. Приседать не могу, лицо с самого начала. Только правая часть прогрессирует больше ничего. Плечи очень сильно тоже. Сними рубашку, покажи плечи. Ясно? Повернись. Повернись обратно. Подними руки вверх. Выше. Больше не могу. Больше не нужно, да? Если по одному, то вот так. Если вместе две, выше не могу. Ну, а ту отдельно. Ну да, ну так само. По одной и чуть-чуть Но выше. тяжело держаться. Ну да, тяжело очень. С максимальными усилиями такими, да? Да, да. Так, ноги. Да. Очень похудели ноги у тебя, да? Да, особо правая нога. Как здесь? Подними ноги кверху. Насколько можешь поднять? Да. Назад можешь? Назад. Ну, Только так, даже да? эту, очень тяжело. Практически, вот, собрался. Максимум, да? Да. А в стороны? Тоже очень трудно. Сколько ты находишься у нас? 2 недели. Что ты ощутил за 2 недели? Мне стало лучше. Когда я приехал, я сомневался, были сомнения, что может не получиться. Раньше, когда я ехал сюда, у меня очень сильные боли в спине были. Даже когда я поднимался по лестнице или так со стула, в спине очень болело. Но сейчас за это прошло, ничего не болит. Даже у меня чуть-чуть начали поправляться ноги. Начали Да, толстеть. толстеть немножко, мышцы набирать. Да, да. Что-нибудь ухудшилось из состояния за это время или ничего? Нет, ничего. Только улучшается потихоньку, да? Ну да. Боль, может, помню. Раздеться, нет? Ну, можешь. Что изменилось? Что изменилось? Сил прибавилось, по лестнице мне ходить уже намного лучше, но в спине еще чувствую усталость, но намного меньше, и более уверенно начал ходить. Плечи выпрямились, да? Ну да, плечи выпрямились лучше. Я когда лежал,
Ну, они мне мешали, мне надо было поправить рукой, чтобы стало на место и нормально. Ну, теперь такого нет. Все намного лучше. Вот. Осанка лучше, да? Ну да. Стоишь лучше, прямее. Ну, ноги Спина держится, ноги. Ноги, начали понемножку, но толстеть. Силы. Ну, сними, покажи. Или поднять. Пойдешь, подними. Так, чтобы, так глаза кидалось, что нет, но результат все равно есть. Ну вот даже визуально видно, что левая нога толще. Ну да, да. Она начала сильно толстеть, быстрее, да? Да. Ну. Результаты есть, но очень даже неплохие, хорошие. Ну. Не ожидал? Не ожидал, да. Спасибо. Хотелось, но не ожидал, правда? Да. Очень хотелось, но все равно надо верить в это, чтобы... я ехал сюда, доля сомнения было, но сейчас сомнений никаких нет. Все даже... увидел все своими глазами, как все работает. Ну и как вот считаешь, миопатию видел на Асима и... Да, Асим удивил. Я приехал туда, когда он, его брат поднимал, он практически ходил, но с помощью брата держался. Но сегодня сам встал, пошел. Даже я видел, как он шел. Это удивительно. Да. Миопатия абсолютно неизлечимая. Так Однако, да? Да, однако здесь все лечится, да? Да. Вот фактически ты 4-й пациент, и все 4 пациента, которые у нас были, они все достигли очень высоких показателей, очень высоких результатов, и просто радуюсь за вас всех. Еще, конечно, предстоит много работы, но то, что есть, это фантастика. Это только месяц, сколько не лечились, и дома просто сидели, и нам говорили, это неизлечимо. И ничего не делали. Хорошо, что сюда попал. Да, вот сколько тебе лет? 23. И 23, сейчас есть будущее. Да. А раньше что? 7 лет коту под хвост. Да. Тяжело, но 7 лет, хуже. Заработал очень. Добре, рад за себя тоже. То, что получилось, то, что хорошо, и, по крайней мере, быстро остановили и улучшили твое состояние. Да. Остановили болезнь. Так что тише. Сейчас хоть спина выглядит как спина, так выставали у тебя лопатки уже. Мышцы грудной клетки были совсем не такие, как сейчас. Живот принимает уже форму. Да. Потому что тоже уже форма была потеряна. Сейчас все восстанавливается. Очень быстрый эффект за 1 месяц фактически. Рад за тебя.